Привет, мои дорогие девочки, мои сестрички. Всех вас поздравляю с праздниками, наступающими и уже идущими, грядущими. Желаю вам большой, счастливой жизни, долгой, хорошего, крепкого здоровья, девочки, это самое главное, да? Прекрасных дней, прекрасной весны, прекрасного лета, всего 25-го года. Пусть у вас все только хорошее сбывается. И давайте смотреть. Мы будем гадать с вами сейчас на такую тему, что он думает о вас сейчас. И мы выбрали зомби-таро, девочки, для этого. И посмотрим, что он думает о тебе сейчас. И вторая тема, которую мы разложим, что его окружение говорит о тебе. Ну что, давайте сначала посмотрим первый расклад, что он думает о тебе сейчас. Что он думает о тебе сейчас? У нас 4 варианта. Первый, второй, третий и четвертый. Почему вариантов 4? Мало, девочки, кто об этом говорит, но я вам рассказываю, почему вот онлайн-расклады мы делаем именно на 4 варианта. Потому что это 4 масти, 4 короля, 4 дамы, перекресток какой-то особый. То есть вне зависимости от того, какой вы вариант загадываете, да, как у вас лежит душа, куда, в какую сторону, в какую стихию, в какую масть, скажем так, да. И это очень важно на самом деле. Я этим не пренебрегаю, скажем вам, и вам не советую. Такие расклады, они больше, скажем так, в точку. Но я на втором своем канале делаю уже такие, знаете, ну, точнее, так как у меня 2 канала, чтобы не дублировать одно и второе, одно и то же снимать, там я делаю расклады уже где-то на какой-то один вариант. То есть это более общие расклады, где, в принципе, мы смотрим сегодняшний день, какой-то прогноз на ближайшее будущее, да, какие-то советы. Так что подписывайтесь, в описании будет все, девочки. И телеграм-канал у меня есть мой, так что тоже, если кому интересно, заходите. Первый телеграм-канал — это там, где я выкладываю именно видео со ссылками с Ютуба, то есть свеженькое, чтобы вы не пропустили. Дальше можно прямо в самом Телеграме, тоже версия. Это для тех, у кого с Ютубом где-то проблемы есть, то я там выкладываю для Ютуба и так. И у меня еще есть, девочки, закрытый телеграм-канал про магию и ритуалы. И еще я там недавно создала другой телеграм, тоже канал, чтобы, в принципе, знаете, сейчас многие в телеграмах сидят, и я там сделала свой такой вот маленький уголок с моими свечами, с талисманами, амулетами и все такое. Ну, чтобы, знаете, не разнить это все. Ну что, давайте посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Итак, девочки, поехали. Первый вариант. Что он думает о тебе сейчас? Так, император выпал. Это старший аркан. Он сейчас, девочки, много, вот реально, он думает о тебе много. Но на первом плане у него, конечно же, он сам. То есть не то, что это вот прям он, знаешь, если бы выпал тебе здесь какой-нибудь король, да, даже любой масти, там бы мужчина, в принципе, вот думал бы о тебе, да, но вот он хотел бы тебе что-то сделать, принести. Но выпал здесь император. Император — это старший аркан, когда он через призму тебя, своего отношения к тебе, хочет найти себя, хочет увидеть, как ты его холишь или лелеешь, как ты к нему относишься, какие судьбоносные там а, моменты, ситуации ты принесешь в его жизнь, да. То есть здесь, конечно же, он эгоцентрист, думает, в принципе, только о себе, и будет ли хорошо ему в тех или иных отношениях, да. То есть тут он заточен на то, какую выгоду, вообще жизненную, скажем так, он приобретет. Жизненные силы, деньги, квартирку, да все что угодно. Ну что, давайте дальше посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Восьмой хазардов — это что он скрывает? У него, девочки, очень много тайных мыслей, которые он не хочет вам говорить. Знаете, какие тайные мысли? Давайте посмотрим. Верховная жрица. Он думает, что ты его читаешь, ты знаешь больше, его это пугает.
Он боится даже думать вслух при тебе, потому что он думает, что ты его реально очень хорошо знаешь. Либо догадываешься о чем-то, да. Ты выпала верховной жрицей, а ты догадываешься о чем-то, чтобы он хотел бы скрыть от тебя, да, какие-то свои интересы, девочки. Он хочет от вас скрыть интересы по отношению к вам. Я бы так сказала, что все-таки вот император, он, вот император и императрица, они немножко другие, не такие, как верховный жрец и верховная жрица. И дело в том, что они вот более земные, скажем так, да. А верховная жрица и верховный жрец– это отношения с божествами, с высшими силами, это интуиция, это экстрасенсорика. Император и императрица, они управляют другими. То есть, смотрите, что бы хотел этот император иметь от вас, как от верховной жрицы? Он хотел бы вашими руками жар разогребать. Он бы хотел бы руководить какими-то людьми, которыми, возможно, вы руководите. Понимаете? Он бы хотел бы иметь ваше влияние на других людей, кое имеете вы. Понимаете? Дальше. Это может быть даже ваше что-то материальное, девочки. Возможно, ему интересна страна, в которой вы живете, и он бы хотел бы там жить. И то есть использовать вас для получения какой-то, я не знаю, там, визы, грин-карты там, или каких-то прав на жительство, скажем так. Если вы живете в каком-то доме или в какой-то квартире своей, к примеру, да, или очень большой, он уже как бы продумывает, как бы он там смотрелся, как котик, как горшочек с геранью или как полноправный хозяин. Понимаете? То есть он почему-то хочет использовать вот что-то ваше, чем обладаете вы. Но есть один такой момент, да. Очень часто люди хотят использовать кого-то, не обладая такими дарами, талантами, да, которых у них нету, а они хотят их использовать очень часто. Я и таких и мужчин, и женщин встречала. И даже если они возьмут этот ваш дар, ваши дары, да, то, что вы имеете, они просто не умеют этим пользоваться, у них все рассыпается в руках. То есть если в ваших руках это красивый замок воздушный, то у них в руках это просто хлопушка. То есть он не сможет так этим пользоваться, как вы умеете этим пользоваться. И смотрите, выпало еще восьмерка хазардов и король хазардов. То есть я держу от тебя в тайне то, что я от тебя хочу. Но, девочки, время все расставляет на свои места. И вот дальше при общении с ним он будет как-то где-то четко что-то говорить, да, вам по поводу того, что вы имеете, и неплохо было бы это как-то вот ему отдать, понимаете? Но сразу говорю, это будет не та история, там, где у него будет получаться то, что получается у вас. Он не сможет обладать тем, чем обладаете вы. Ну, если пример вам привести, да, наоборот, скажем так. Это то же самое, что, например, вот я очень часто говорю тоже девушкам, и говорила, и говорю, и два таких, ну, два примера. Первое, когда есть у мужчины красивый автомобиль, да, красивый там, ну, не знаю, там, Rolls-Royce какой-нибудь, да, какой-то дорогущий Мерседес, да, и вот, девочки, и кажется, вот когда девушка садится в автомобиль, она как-то вот волей-неволей начинает думать, что вот она в нем едет, и она часть этого Роллс-Роллса, да, или часть этого какого-то дорогущего Мерседеса. Но фишка в том, что он на нее не оформлен, во-первых, никак, а во-вторых, она только едет с точки А в точку Б, и зачастую это даже не ее точки А и точки Б, а это туда, куда он захочет ее повести. Понимаете? И то есть тут вот отношение весьма косвенное. М, Поэтому все пытаются, да, на себя что-нибудь где-нибудь переписать. Вот такие вот дела, девочки. Поэтому вот он как-то вот хочет именно то, чем вы обладаете, это как-то подмять под себя. Но я вам сразу говорю, то, что у вас, как у верховной жрицы в руках,
в его руках рассыпется. Поэтому, девочки, не свои бизнеса, можно не устраивать его на работу, если он вас просит. Потому что я таких тоже знаю, знаете, знаете, как любовнички лезут, а на самом деле они не подбросишь ли ты мне работку? Директор какой-нибудь логистической фирмы, понимаете? Вот такие вот дела. И он от этого, девочки, очень принципиально и круто от вас это все скрывает. Выпал королем хазартов — это человек в шляпе, скажем так. Человек, который умышленно скрывает от вас свои намерения. Я не могу сказать, что это зло намерение, да, но он на себя многое такое берет. И, знаете, если бы он выпадал, например, верховным жрецом, при вас верховной жрице, я бы сказала: да, это бы удвоило ваше, например, все, что вы владеете, да. Но если бы тут вы выпадали императрицей, я бы тоже сказала, что: о, это прикольно, оно бы принесло вам чего-то больше, да, вот взаимодействие с ним. Но вы как верховная жрица, а он как император, понимаете? Вы будете потом это что-то делить. Если что-то у вас в отношениях пойдет не так, во-первых, у вас многое что не будет устраивать. Он будет хотеть, например, знаете, как в ремонте. Многие разводы происходят во время поклейки обоев, да. Вот так что, девочки, осторожнее с ним. Хотя, знаете, мужчина, он такой интересный. Он не выпал плохим мужчиной, но он выпал уж очень гребущим под себя. Ну, давайте еще посмотрим. Его чувство к вам сейчас выпал иерофант. Он, девочки, будет стараться для того, чтобы вам больше подходить, да. То есть он может это криво-косо делать или как угодно, но все-таки он в иерофанта переходит, да. Возможно, это ваш какой-то будущий муж. Но я бы сказала, что все-таки вот пока он этим иерофантом не стал, потому что тут идет все равно, грядет дорога, да, впереди, много еще времени надо будет потратить на то, чтобы вам с ним, скажем так, прижиться, да, чтобы он перестал вот думать только о том, как он этим будет управлять. Он должен с вами везде договариваться, и вы должны быть партнерами, вы должны быть наравне с этим мужчиной. И только вы, девочки, так как вы выпали первой, да, верховной жрицей, только вы можете его научить быть вот этим верховным жрецом. Поэтому у него мыслей о вас много. Он просто вот прицепился в мыслях к вам, серьезно так прицепился, да. Даже если он вас игнорит, он объявится. Если, девочки, вы с ним встречаетесь, он больше и больше как-то будет, знаете, напитывать себя вами, как губкой, впитывать какую-то информацию о вас, что вы, где вы, что вы, почему, давай я тебе это сделаю, давай я то. Но нельзя ему давать становиться хозяином, пока вы не увидите то, что он начал вам в зубах, в клювике, как аист, девочки, приносить вот в гнездо, скажем так, палочки для гнезда, лягушек, да, для еды, яйцо сберечь надо, пока вы там где-то полетаете. В общем, когда вы увидите, что он вам начал что-то такое серьезное приносить для того, чтобы улучшать, например, ваше материальное благосостояние, ну, короче, все-все-все. Как только вы увидите, что он вас напитывает, да, и серьезно так, и вы видите эту отдачу, и вам хорошо вместе, то прям вы как супруги выпали. Понимаете? Супруги супружные, брачующиеся. И с чем я вас и поздравлю, я так думаю. Но пока надо немножко повременить и научить его мыслить так же, как и вы мыслите, да. То есть вот открыть вот этот в себе третий глаз, да. Седьмое чувство открыть ему надо. То есть не спешить вот сейчас давать ему бразды правления вот этой вот лошадью семейной, да, потому что лошадь может понести, и все. Вот такие вот дела. Девочки, тут очень много таких очень серьезных мыслей этого человека о вас. Единственное, что вот сейчас он такой немного хапающий на самом деле. Для того его надо переключить на то, чтобы он не хапал, а отдавал. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Маг. Маг вышибал, тоже старший аркан. Во-первых, девочки, он и вчера, и сегодня, и завтра, и все эти дни будет только о вас и думать. И
для многих это может означать, что он, девочки, возможно, на вас даже и что-то делает. Колдует, привораживает и все остальное. Так как выпала эта карта мага, я бы на вашем месте понаблюдала за какими-нибудь знаками, которые идут в вашу жизнь, да, связанные с этим человеком. Вот, например, на собственном примере я расскажу, что я Петровна, мой муж Петрович. У нас вот, кстати, на автомобилях, то есть это не сговариваясь, у нас практически все цифры совпадают. Кроме 2. То есть у него 0, а у меня 2, а все остальные цифры одинаковые. У нас 4 цифры. Ну, 5 цифр, с регионами, а получается, что, регионы — это по-любому, а вот эти вот сами 4 цифры по одной, отличаются. И знаете, в чем прикол? У меня 0, то есть у него 0, а у меня двойка. И я так думаю: "Мгм". У меня верховная жрица, у него дурак. Значит, я им буду руководить. Ну, в принципе, оно так, и есть, да. То есть бразды правления у меня как у ведущей или ведущей. Так вот, карта мага выпала, девочки. То, что этот мужчина как-то хочет к вам прицепиться, скажем так, да, и не совсем таким обычным путем, необычным человеческим путем. Возможно, вот так сейчас такие праздники великие грядут и идут уже, да, это может означать, что он просит у Бога того, чтобы вы были с ним. Или, девочки, если он относится к колдунам, к примеру, он может сам колдовать на вас, да. То есть это обращение к высшим силам для того, чтобы вы были с ним. Вот так вот. Ну и давайте расшифруем дальше. Так, что он думает о тебе сейчас? Колесо фортуны. Это, девочки, либо вы реально с ним будете, да, обозначает, либо вот эта его магия, она очень ему удастся. То есть, скорее всего, этот приворот, он сработает. И тут колесо фортуны — это и есть высшие силы, девочки. То есть он их призвал, и они пришли. Хорошо, давай еще посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Семерка хазардов и иерофант. Девочки, тут вообще колдун выпал. Либо он, я не знаю, кто он у вас, да. То есть реально ведьмак, колдун, экстрасенс, известная личность, может быть, да. Может, он ничем таким магическим не занимается, но это может быть какой-то депутат, да. То есть это политик какой-то, не знаю, такой журналист. Он влияет на людей других, да, и у него такая вот сущность его, да, как у крестового короля, к примеру, да. То есть в жизни каждой женщины всегда бывает какой-то король крестовый, как, ну или говорят, как хулиган, который поменял ее жизнь, да. И вот этот мужчина, девочки, он имеет какое-то значение и не маленькое в вашей жизни, понимаете? Я бы на вашем месте, вот что я могу здесь посоветовать, девочки. Тут выпало 3 старших аркана, да. Тут может быть все что угодно. Это может быть, вы можете просто сгорать от любви к этому мужчине. Это может быть супер взаимная любовь. Это может быть, девочки, безумная, а, ваша любовь к нему. То есть, например, он уже, вам кажется, что он вас игнорит и уже знать о вас забыл, да, но вас все время тянет на него погадать. Я вам скажу, что, скорее всего, тут действует какой-то еще приворот. И, возможно, вам, если вы не хотите о нем уже думать, то надо, вот, смотрите, сейчас самое время, кстати, для того, чтобы делать какие-то отсушки. Кстати, много всяких разных вариантов, шепотков, молитв для того, чтобы не думать о человеке, заговоров. Можете попробовать. Так, ну, этот мужчина, девочки, как-то... Ну, тут экстрасенс это по-любому. Я не могу сказать, что это мужчина пустой. Нет, он не пустой. Он, возможно, знает все и обо всем. Либо он может быть с какими-то такими особенностями, что он не похож на других людей. И в то же время, знаете, как, бывают такие люди, как юродивые, да, то есть как будто они несут какую-то несусветную чушь, как могут там многие люди подумать. Но когда он обращается к какому-то определенному человеку, прям это правда-правд, понимаете? И вот этот мужчина очень серьезное какое-то воздействие на вас имеет. Давайте еще посмотрим.
Что он думает о тебе сейчас? Блин, девочки, вот вы на него сейчас гадаете, а он такое ощущение, что сзади вас стоит и подслушивает, о чем мы с вами говорим. У меня нету такого ощущения, что вы одна. Либо вы с этим мужчиной, да, либо вы как-то в ближайшее время с ним вообще прям будете, да, либо он, девочки, на вас что-то делает. Почему? Потому что еще такой момент, выпала семерка хазардов, и вы выпали как королева хазардов. Возможно, он на вас что-то делает, но невозможно, а даже больше. Карта королева хазардов — это может быть зомбированная девушка, либо ведьма. Понимаете? Может быть, потому она орудует, обращается к этим высшим силам, потому что он чувствует вас, вашу силу. Либо, девочки, он просто вас на пальце крутит, как брелок, понимаете? Давайте еще посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Двойка Девочки, он прям, мне кажется, он прям сейчас что-то на вас делает. Вот прям пока мы гадаем, потому что все такие карты идут вот прямого в действие, скажем так. Двойка хазардов опять, а это вот все двойки, они обычно обозначают подклады, да, или какие-то ритуальные магические предметы. И выпала верховная жрица, девочки. И я так понимаю, что все-таки, знаете, он как-то вот хочет воздействовать на вас либо телепатически, либо шизофренически. Как-то он хочет вот прям прийти в ваш сон и сделать сон этот явью. Этот мужчина очень вцепился в вас. Но, возможно, знаете, тут еще, смотря как он вцепился, тут бывает по-разному. Бывают так вцепятся, что бывают так вцепятся девочки, что это, знаете, как вампир, который пьет у своей какой-то жертвы кружку. Понимаете? То есть надо проанализировать, что вы чувствуете сейчас в данный момент. Вот именно даже во время этого расклада, пока вы сейчас его загадывали, что вы чувствуете, девочки? Почему вы здесь его загадали? И вот почему вы здесь его загадали, здесь и, как говорится, зарыт черный кот, девочки. Давайте еще посмотрим его чувство к вам сейчас. Императрица, король хазардов. Он вас привязывает к себе. Вот прям сегодня, девочки, либо приворот идет какой-то, либо обращение к высшим силам, либо это ваш прям мужчина, который рядом с вами находится, и вас что-то ждет такое вот интересненькое, да, в эти вот ближайшие дни. Даже не просто за сегодня говорю, но дня 3-то точно что-то интересное такое будет. Я бы на вашем месте сейчас обращала бы внимание на то, как вы, скажем так, перевариваете вот эти вот мысли о нем, его вот эту энергетику, легко ли вам, хочется ли вам, пьянеете ли вы от этого всего, или наоборот это приносит вам боль какую-то. Э, Это не должно приносить боль. Мысли об этом мужчине и вообще коммуникация с ним не должны, девочки, вас никак гасить, скажем, как пламя. Надо просто сейчас подумать, как он на вас влияет, хорошо или плохо. Вот прям негативно или положительно. Это самое главное. Если вы чувствуете, что при общении с этим мужчиной, либо в мыслях о нем вам становится плохо, руки начинают дрожать, у вас ничего не получается, апатия, депрессия, все что угодно, я бы все-таки вам посоветовала вот реально либо самим делать какие-то отсушки, заговоры такие для любовной отсушки делать, да, либо вообще кому-нибудь, девочки, сходить, чтобы от этого избавиться, понимаете? Если все же этот мужчина на вас положительно влияет, и у вас, знаете, как кофе попили, какое-то творчество у вас проснулось, желание жить, творить, красиво одеваться, все остальное, значит, это хорошее, положительное влияние на вас. Но он, я сразу скажу, что думает, что вы совсем не простачка. Совсем не простачка. Верховная жрица и императрица выпали тут в одном флаконе. И он хочет быть с вами, девочки. И он это что-то делает. И у меня 99%, что это у него все получится. То, что он сейчас задумал, то, к чему он обращается к высшим силам, у него все получится. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант.
Третий вариант. Давайте смотреть, что он думает о тебе сейчас. Тройка хазардов. Он, девочки, сейчас в каком-то таком легком дымке, в тумане. Либо он у вас спит, либо отдыхает, либо он в состоянии опьянения какого-то, да, либо в крайнем случае он может где-то, знаете, э, в новом месте, где мужчина ложится спать на новом месте. Но почему-то я бы не сказала, это может быть армия, это может быть там какая-то гостиница, это может быть что, какое-то новое место, где он будет спать как на новом месте. Давайте еще посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Туз мечей, восьмерка хазардов и звезда. Смотрите, девочки, что я могу сказать об этом мужчине сейчас, да? У мужчины не очень хороший сейчас, вообще, вот прям мгновение жизни не очень хорошее, да? Либо вы с ним в ссоре находитесь, и он ушел, и там где-то бродит тревоги какие-то. Либо, ну вот, вы поссорились, может быть, вы разошлись, там, развелись и все остальное. То есть у него угнетенное состояние у этого мужчины. Но это может быть и не связано с вами. Вот это, возможно, это у него просто какой-то, знаете, черный период в жизни, черная какая-то полоса. Либо это все новое, да, все новое и неизвестное, и он страшится этого нового и неизвестного. 17-й старший аркан звезда выпала. Я вообще могу даже вам такой вопрос задать, кто загадал. Вот, возможно, вы не знаете, где сейчас ваш мужчина, да? Или вы загадали, например, того мужчину, от которого у вас совершенно нет вестей, да? Или еще что-то. Тут, девочки, надо, знаете, все-таки как-то за него, например, помолиться, я вам предлагаю, да, либо, ну, либо что-нибудь такое, вот, как вы энергетически можете помочь этому мужчине, то желательно ему все-таки помочь. Потому что чем дальше этот мужчина, чем меньше от него вестей, я вам скажу, что ему там плохо. Вот такие вот дела. Если вы с ним не разговариваете, поссорились, это может быть расставание, девочки, да, то есть мужчина, например, убежал от вас, но 17-й старший аркан звезды, это говорит, что и вам лучше, и ему лучше по раздельности, да, то есть это будет осуществление какой-то мечты и у вас, и у него, то есть вместе вы бы ее не осуществили, а порознь получится. Это может быть уход мужчины на какое-то время от вас, для того, чтобы, например, набраться каких-то сил, либо должно что-то такое произойти, либо в вашей жизни, либо у него, чтобы это был как новый этап жизни. Тут, девочки, не очень хорошие карты выпали на счет этого мужчины. Сразу вам говорю прямо. Так, что он думает о тебе сейчас? Девочки, он сейчас на самом деле мало что думает именно о вас. Вот реально, да. А почему это выпадает? Потому что вот опять 18-й старший аркан. Тут типа, знаете, идет. Ты узнаешь все. Вот как по Таро, если бы, например, я вам не рассказывала, не интерпретировала эти карты, как можно их просто вот сказать этими словами, да? Ты узнаешь о том, как у вас будут дальше продолжаться или не продолжаться отношения, пока, как говорится, рак на горе свистнет, да. То есть что-то должно произойти в вашей жизни и в его, то есть не наступила еще та точка отсчета, по которой можно вообще говорить, вы вместе или порознь, понимаете? И это не просто там какое-то желание или хотение мое, ваше или еще какое-то. Это, девочки, как будто время еще не пришло. Такое ощущение, что, вот знаете, вот типа в 9 часов будет точно известно, но не раньше. И вот это вот какое-то ожидание, и в то же время, знаете, тревога какая-то. И у меня считывается тоже такое, что он в ожидании и в тревоге, в каких-то плохих мыслях, какие-то негативные у него мысли идут. Давайте я, знаете, соберу вот эти карты, мы еще раз перемешаем и посмотрим, что карты еще про него скажут. Что он думает о тебе сейчас? Что он думает о тебе сейчас? Что он думает о тебе сейчас?
Семерка хазардов. Семерка мечей. Типа паж костей. Он, девочки, не думает сейчас о вас. Он сейчас о вас не думает. Он думает либо занят своей жизнью, спасением своей жизни, устаканиванием каким-то, да, вот это на какое-то новое место, либо это туман. Потому что я вот сейчас как в его состоянии, как будто у меня завязаны глаза, и я, знаете, так руками машу, чтобы там ни на что не натолкнуться. И в это время я не могу чувствовать какие-то чувства к людям или какие-то картинки воссоздавать в своей голове. Я как будто ничего не вижу, но я занята вот этим осязанием каким-то. Странный, кстати, расклад. Девочки, если у вас есть комментарии по поводу вот этого третьего, да, что, если вы там наверняка знаете, например, что у вашего мужчины происходит, хотя бы примерно вот напишите в комментариях, что да как, потому что вот интересно, почему так выпадает. Давайте еще посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Двойка костей, девятка мечей, правосудие, семерка кубков. Он, девочки, о вас будет думать, но не сейчас. Это будет день, и я бы даже сказала, может, даже и не завтра. Может быть, вот он как будто бы вот ему надо выйти из этого тумана, и тогда он увидит. Но выпадаете вы как королева мечей. Такое ощущение, что нету связи, нету связи. И злость от этого. Нету связи и злость. Довольно-таки, знаете, странный очень вариант. Ну, давайте еще гляну я на него. Тут вот как будто мужчина потерян, девочки. Давайте еще глянем, что он думает о тебе сейчас. Король мечей, рыцарь мечей, десятка кубков. Мужчина, я вам сразу скажу, без прикрас, мужчина думает о том вообще, как спасти себе жизнь, как выжить, как он барахтается. Либо в воде, девочки, либо вот с закрытыми глазами в воздухе, для того, чтобы ни на что не натолкнуться, никуда не упасть и все остальное. Это какие-то, знаете, это как бы как выживание, но не продуманное выживание, а как будто здесь и сейчас мне просто надо дойти до дома, или мне просто надо выжить, или мне надо просто выйти с этого коматоза какого-то. Либо это он заболевший, либо он раненый, либо, девочки, еще что-нибудь такое. Но я вам скажу, что карты насчет него тревожные, и у него все его существование связано с тем, чтобы достать спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И он, девочки, как раз-таки этим и занят. Пожелаем ему удачи, я так думаю, если вы хотите, правда? Раз вы его загадали, девочки, давайте пожелаем ему удачи справиться с этим каким-то коматозным состоянием. Потому что вот его вот это состояние, знаешь, ну, врагу не пожелаешь. Что-то не то с ним. Если этот человек рядом с вами, да, то, возможно, девочки, дайте ему успокаивающих каких-то, да, сделайте какой-то массаж головы, успокойте его, пусть он не волнуется так, как сильно он волнуется. Возможно, у него витаминов не хватает. Знаете, есть такие прикольные всякие видео про то, как принял магний, да, и там танцуешь. Но я вам скажу, что реально сейчас, так как у нас очень плохая еда на самом деле, да, с этими всеми добавками химозными, вот лучше всего, и оно все вымывает из нас вот эти вот все витамины, они неправильно усваиваются. Поэтому я всем советую пить витамины, насколько это возможно, поддерживать свой организм. Девочки, позаботьтесь, пожалуйста, о нем, если у вас есть такая возможность. И если, конечно же, вы хотите. Потому что у него сейчас совершенно не до мыслей о вас в своем вот этом тревожном, туманном состоянии. Вот так вот, мои дорогие. Такой вот третий вариант. И давайте глянем четвертый вариант. Вытащим из-под лапок котика тут у меня черного и посмотрим. Десятка кости выпала вам. Что он думает о тебе сейчас? Он сейчас в хорошем расположении духа, ведь у него же есть денежки. Он чувствует себя как-то материально защищенным, либо он получил денежки. Вот такая, знаете, радость, когда получаешь какие-то денежки. Вот у него он в такой радости сейчас. Так, что он думает о тебе сейчас?
Он скучает по вам. Паж кубковый — это значит неудовлетворенный любовно мужчина, который хотел бы с вами любовных отношений. Он представляет вас, мечтает, какие-то мечты у него любовные. Да, большие любовные мечты. Вы для него, как знаете, сладкий сахар, слаще сахара. Туз кубков выпал. Ревность у него есть. Вот как будто вы, когда уходите куда-то, или не поднимаете трубку, или, как говорится, не отвечаете на его сообщения, у него, девочки, он такой, знаете, хмурится. У него есть какое-то интересное выражение все время лица. Он как-то какая-то мимика у него интересная. И я так думаю, что вы замечали, да? Он как-то может эм, какую-то выдать интересную какую-то мимику, злости и пренебрежения, да, что-то, или там надувает щеки и потом ладонями сильно хлопает по ним, да. Ну, то есть что-то в нем такое вот есть, э, мимическое, необычное очень. И вот когда вот это вы видите такое необычное, это не совсем улыбка, да. То есть, когда ревность он испытывает, или когда вы немножко его принижаете, вот этого мужчину, то он начинает как-то вот дергаться по-интересному, по-своему. Давайте еще посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Суд колесница, четверка мечей. Девочки, смотрите, этот мужчина на самом деле очень ревнивый. Ваш мужчина ревнивый. Для него очень болезненно даже просто знать или узнать, что вы где-то можете пойти с кем-то другим. Поэтому мы об этом никогда этому мужчине не говорим. Э, Дальше. Он такой у вас романтичный парень. Это из раздела типа Евгения Онегина, девочки, да. Вроде бы и нигилист, вроде бы и романтичный, и вроде бы такой, знаете, трагично-любовно-драматичный мужчина. Бывает, накидывает на отношения какого-то пуха непонятного. Бывает, девочки, дергает за ниточки специально, чтобы вызвать либо душераздирающий смех, либо э, м, душераздирающие слезы ваши, да. То есть ему интересны ваши эмоции, ему интересна вот эта игра. Скорее всего, это любитель ролевых игр, ваш мужчина. Поэтому, знаете, больше драматизма в отношениях, я вам скажу. Да больше драмы, девочки. Вот вы видели, может, мне что-то, вот иногда ТикТок листаю, и там реклама предлагает какой-то японский или китайский сериал. Короче, там такие страсти, боже мой. То в бассейн две девушки летят, одна любовница 3 года беременная, вторая жена, которую не любят, тоже беременная, и за ними прыгает мужчина, и то одну достает, то вторую, короче, там такие страсти-мордасти, да, и аж не можешь оторваться от этого. Так вот, девочки, знаете, что привлекает больше всего этого мужчину? Драма. Ему нужны драматические постановки в ваших с ним отношениях. И он может их делать искусственно. То есть он может играть с вами, как кошка с мышкой, может изображать героя-любовника, а может, девочки, холодного принца на белом коне изображать. Или еще что-то. И хочет, чтобы вы тоже что-то воображали. Знаете, что я видела такое? Вот, кстати, что мне вот сразу приходит на ум, недавно смотрела. Ну, вы все знаете Гогена Солнцева, который, помните, был на Кате, такой возрастной женат, да, там операции ей делал. Вот такие, знаете, драма какая-то, кто-то может сказать дешевая драма, кто-то дорогая, кому как, но вот прям драмы какие-то, да. И вот ваш мужчина, он прям хочет вот этой вот драмы в отношениях. Он хочет ее чувствовать, эту драму. И так что, знаете, вот если вы его будете катать на качелях, то люблю, то ненавижу, то еще что-то, он от этого, девочки, кайфует, ваш мужчина. Давайте еще посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Что он думает о тебе сейчас?
Рыцарь Хазардов, рыцарь мечей, король мечей, императрица, верховная жрица. В общем, девочки, смотрите, что-то он сделал, либо сделает в ближайшее время, что вы прям, знаете, почувствуете себя и императрицей, и верховной жрицей, с семеркой Хазардов. То есть вот следите за собой, да, следите за своими сейчас глазами, потому что вот как-то он умеет на вас так влиять, что он вызывает в вас всю гамму чувств. Так не сыграет Любовь Орлова, так не сыграет даже Джулия Робертс или кто там еще. Вот, девочки, взять, как Скарлетт Йоханссон так не сыграет, девочки, как вот этот мужчина заставляет играть вас, да. Он вызывает в вас все гаммы каких-то эмоций и чувств, которые другой мужчина в вас не вызовет, как этот, понимаете? Но мужчина, тут выпадает, смотрите, рыцарь Хазардов, он извивается как уж, этот мужчина. Он и хамелеонистый, понимаете? Он как, не знаю, добрая гремучая змея, понимаете? Самец доброй гремучей змеи. Э, Он трепет нервы, я вам так скажу. Но вам это идет на пользу. Знаете почему? Потому что он вас как точит, как оттачивает вас, и вы императрица и верховная жрица. То есть вы получаете какую-то такую огранку, которой у вас не было до этого мужчины, девочки, как ни странно, знаете. И вот этот опыт, каким бы он ни был, с этим мужчиной, будете вы вместе или не будете, это уже не важно. Это то зубило, это тот напильник, который делает из вас еще более сложный бриллиант. Понимаете? У вас уже, благодаря этому мужчине, не простая форма, какая-то простая форма бриллианта, да, а какая-то витиеватая. И он добавляет этой вот интересности, витиеватости в ваш образ. И вам это идет на пользу 1000%. Что бы вы сейчас не чувствовали. Плохие эмоции, хорошие эмоции, он вызывает в вас это. Вы начинаете с этим как-то справляться, с хорошим или с плохим, неважно как, да. И получаете вот эту огранку. Прям мастер и Маргарита, честное слово. Но знаете, как это обычно нас кармические так учат, но по факту вы у него более кармическая, чем он. Вот интерес в том, что он не есть прям супер кармический для вас, более кармическая вы для него. То есть тут даже можно погадать, а что же вы сделаете с этим мужчиной? Но, судя по тому, какие выпадают карты, я вам, девочки, так скажу, вы его крутите, как бараний рог. Вы его крутите. Возможно, он грызет гранит или белый мрамор науки любви вместе с вами, понимаете? Но вас улучшает. Вот такие дела, котики мои. Давайте еще немножко глянем на него. Что он думает о тебе сейчас? Что он думает о тебе сейчас? Звезда. 13-й старший аркан смерти, Паш Хазардов. Девятка. Выжучивается, строит из себя непонятно что, он играет, девочки. Вот сейчас я бы вообще не говорила о нем как о искреннем, честном человеке. Понимаете? Это вообще не то. Это актер, который вышел на сцену, чтобы сыграть свою роль. Сыграть так, чтобы вы рыдали там в зале, понимаете? Это такое выражение есть, как театр одного актера, девочки. И вы вот в нем сидите. Можете ему аплодировать, можете выйти в буфет, как говорится, в перерыве, в антракте и не вернуться, да, то есть вы как хотите, так и можете поступать. Две верховных хороших кармических карты у вас, да. Но смотрите, чтобы он особо с вами не заигрывался, потому что этот мужчина может, знаете, вот прям, ах, на тебя 50 оттенков серого не действует, или ты как-то не даешь ему нужную эмоцию, он, девочки, может еще и к боли какой-то прийти, понимаете? То есть не надо, вот у вас должно быть слово «стоп», да, как в БДСМ. Слово «стоп» должно быть. Потому что он может дойти вот в своем этом, в своей роли до какого-то ненужного куража.
Не допускайте этого, пожалуйста. Это 13-й старший аркан и звезда, да. Возможно, этот вот кураж или какая-то точка боли, возможно, физической или еще какой, может поставить точку на ваших с ним отношениях. Я бы с этого мужчины достала бы все, показала бы ему эти вот эмоции, сыграла бы игру с ним, да, получила определенный опыт от него, свернула бы его в бараний рог, как говорится, и просто это был бы мой гербарий. Но я бы так поступила. Как бы вы поступили, девочки, решайте. Мужчина здесь сложный, но интересный. И вот, например, знаете, может быть, в одном возрасте ты не хочешь таких мужчин, а в другом хочешь. И вот когда девочки очень молодые, все время, знаете, выбирают каких-то хулиганов. И вот это вот что-то тянет такое хулиганское, да. И он, девочки, вот это как раз-таки какой-то хулиган. Вот и все. Все, мои дорогие. Вот такой вот был расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.